назад, потому что там в горку не заедешь, надо карабкаться. Вообще не заедешь, то есть пешком надо по ступенькам идти. Велосипед не захотелось тащить его туда. Вот, пешком как-нибудь схожу. Ну, еду сейчас к парому, называемый Keystone паром, который на Олимпийский полуостров. Вот домик тоже интересный. Стоит в поле. Подъезжаем к парку Форт Кейси. Здесь был раньше форт военный, это казармы бывшие. Наверное, скорее здесь офицерские дома были. А казармы вон там, на той стороне. Вон они попроще. Вот знаки стоят, частная собственность. Я их не заметил. Летом здесь лагерь для детей, бывшие казармы. Вот они сейчас, здесь, конечно, никто не живет. Ух ты, какая вещь. Вот и начинается форт Кейси. Их здесь 3 в этом районе. Сейчас поднимемся, посмотрим, что он из себя представляет. Ой, велик я оставлю здесь. Вот. В конце 19-го, начале 20 века построили этот форт. Ой. А бетон так солидно смотрится, уже больше 100 лет ему. Ну ничего.
Так вот, построили 3 форта здесь при заходе в залив Пьюджет. Боялись, что нападут японцы. Ну и построили, они формируют треугольник, прикрывают вход в залив Пьюджет, где находится Сиэтл, Такома, Эверетт, большие порты. Вот здесь, видать, стояло орудие когда-то. Была оборудована батарея. Ну и отсюда просматривается все отлично. Вон залив. И еще 2 форта находятся с той стороны, на Олимпийском полуострове. Тропинки есть. Да. И тропинка идет туда, где главный основной форт находится. Здесь обрыв. Проехал я оттуда. Вон тот корабль, о котором я говорил, уже заплыл. Скорее всего, съехал. Ну что, к казармам я не поеду. А вот, наверное, по этой тропинке поднимусь туда. Посмотрим, попробуем пробраться в основной форт. Вот, нашел другую тропинку. Здесь она пошире и поудобнее. Ну вот еще несколько знаков, тоже своего рода указателей на то, что можно, что нельзя. Людей никого. Класс. Папоротник на солнце красиво смотрится. Камерой не передашь, конечно. Но все эти детали листьев, каждый листик видно. Я в детстве близорукостью страдал. Помню, первый раз одел контактные линзы. Каждый листик видно было. Здорово. Какие-то тетки отдыхают, на море смотрят. Видать, ни у одного меня такая мысль. Лазить здесь. Ой. Только по этим ступенькам с велосипедом. Но здесь будет людей побольше, наверное. Потому что главный вход в парк здесь. Стоянка. Вот маяк. Такой, он уже не рабочий. Это что-то типа музея. Деревце такое. Ну, маяк такой интересный, сооружение. Кожаный, чистый, покрашенный. Заборчиком белым огорожен. Туда, когда не было ковида, вот, по всем телевизорам, можно было забраться наверх,
посмотреть оттуда, выйти на эту смотровую площадку. Сейчас, конечно, там все закрыто. Вот. Здесь еще сооружение. Поднимусь на этот холм. Сколько бетона надо было залить, а? Угу. Ступеньки вон там идут. А вон и основной форт. Вон там. Сейчас проеду туда. Посмотрю. Да, но нам, велосипедистам, везде почет. Нам асфальт не нужен. Оба, но это явно не для орудийной установки. Кто-то пиво там пил. Защитившись от ветра. А вон как деревья обветренные видно, ага. Вот по этой дорожке можно на пляж спуститься. Но опять же, там песок, камни. Но покупаться особенно не покупаешься, холодно. Древесины тоже вон сколько выносят. Опять же, здесь вырубка лесов распространена. Ну и вот эта древесина попадает сюда. Поеду-ка я туда. Вон пушка стоит, настоящая. Только она не стреляет, древняя. 100 лет ей или сколько, не знаю. Посмотрим, что там и написано что-то. Сейчас поднимусь наверх сначала. Заяц. Ну куда ты побежал? Столик можно будет сесть там, пообедать. А вот она и пушка. А вон тут корабль, он уже куда уплыл. Сейчас подъеду поближе. По всей видимости массивная. Нифига себе, сколько там чугуна ушло. Такую махину состряпать. Вот она. Год. 895-го модификация, я не знаю, не разбираюсь в этой маркировке. Наверное, дизайн 895 года, мод, модификация, да? Вот, а сделано в 903. Вот такая вещь. Вот она внутри какая. Обалдеть. 30 тонн весит, написано. Вот, нифига себе. Лазить по ней нельзя. Вот она какая здоровая. Сетка, когда вдруг кто упадет. Вот. Поеду дальше, прокачусь. Стоят наверху.
олени пасутся. Рядом люди гуляют и олени. Им по барабану. А вот еще одна пушка. Вот еще одна спрятана. Это чтобы враг не знал. Такая гидравлика мощнейшая. Вон она внизу. Ну и, соответственно, множество разных помещений на другом уровне. А сейчас я туда спущусь, может быть. Ничего, спуститься, наверное, здесь можно. Сейчас поставлю велосипед свой здесь. Понятия не имею, что это такое. Типа гриль. Не гриль. Вот помещение. Они все однотипные. Тут ничего интересного нет. Лестники, кольца. Потолок низкий. Чуть головой не цепляю. О, эхо. Шиповник растет. Опять же лестница. Куча всяких дверей непонятных, опять гриль. Вон башенка такая. Что интересно, его с воды этот форт практически не видно. Он врыт в землю. Еще один гриль. Ступеньки, елки-палки. Ну а бетон качественный, все равно смотрю. О. Камуфляжные цвета раскрашены. Опять, чтоб враг не заметил. Вот он, наблюдательный пункт такой. Нифига себе голос у меня. Хоть на радиостанции рекламу делай или объявление. О! Такой прокуренный, мощный голос. Полтинка. Осень. Не знаю, тут, наверное, не видно. На камере не видно. Интересно, что камерой ни запахов не передашь. Не всех таких мелочей, которые замечаешь, когда воочию смотришь. Вон он я, тень моя, вон олени пасутся. Кому жизнь хороша. А вот и я. Че, пойдем дальше. Мостику. Тоже непонятно, что это такое. Ну, старая железная такая штука, вся ржавая.
насквозь. Ух. Кладовки, наверное. Соленья там держали свои. Шиповник растет. Вот он какой. Ну вот мы и наверху. А вон и мой велосипед. Что, поехали дальше. Вот тут еще сооружения есть. Опять же, они врыты в землю. Можем спуститься, посмотреть, что оно из себя представляет здесь. Тоже такая штука круглая, не знаю, что тут было. Все изрисовано, исписано. Здесь тропинка, видать, можно в море спуститься, а вон и паром поплыл. О, вот на этом пароме плавал я летом на Олимпийский полуостров в июне, когда ездил на Тихий океан. Вот он идет отсюда. Вот, но мне пора возвращаться назад. Гордая птица. Или не гордая, но ничего, сидит, загорает, как и я, смотрит. Домик такой, крыша бетонная, кстати. Водостоки. Вот этот мостик, по которому я гулял, только чуть дальше там. Ага, написано, что комнаты, которые здесь были использованы, значит, это всю создавали инфраструктуру для орудий, которые здесь стояли. Вот, сохранился порох здесь, снаряды, также инструменты. Ну, было здесь около 100 солдат. 2 10-дюймовых орудия здесь стояло. А ну-ка зайдем туда. Тут даже свет сделали, раньше этого не было. Раньше нужно было ходить в потемках. Вот это да. Не, это что-то новое. Катакомбы какие-то. Ага. Вот он, этот механизм, который я... Схема, не знаю,
темно, наверное, сильно, как поднимались снаряды. А вот они. Такая лебедка стояла. Ага, поднимала их наверх. Вот здесь, вот в этих шахтах. Видать. А вон там. Темно, плохо видно. Здесь хранился порох. В этой комнате. А в следующей, где мы только что были, артиллерийские снаряды. Вот. Покрасили это сравнительно недавно. Он весь был вон такой, как там дальше. Голый бетон просто. Видать, для сохранности бетона решили его покрасить. Ну что, едем дальше. Вот домик тоже. Ничего. Ступенечки. Чем-то заложили кирпичом, камнями. Шиповник, он отработал смену. Орудие почистил. Видишь, чай шиповником песни. Вот, мы едем дальше, сюда. Ступеньки еще. Там, наверное, видим, плохо открывается. А ну-ка, поднимусь я туда сейчас. Ставим велосипед. Ага. Вот мы где еще тут стоят. Вон буксир баржу тянет. А вон и форт отсюда виден. О, какая вещь. Ну-ка. И пушка. Не заметил сразу. Ух ты! Вот он какой вид отсюда. Наблюдательный пункт был когда-то.
Вон пушка тоже. Ну, это поменьше. Это так себе игрушечная по сравнению с предыдущей. Ну, тоже ничего. 3-дюймовая модель 1903 года. И куда это она? По светлу стреляла, что ли? Огрызок дула. Что-то. Вот. Да, нифига себе толщина. Болты. Обалдеть. Едем дальше. Еще одна. А там стройка идет какая-то. Кран. Не знаю, что там. Новый терминал будут строить, что ли. Куда это я выехал? Ага, здесь, видать, рейнджер живет. Или кто-то живет. Куда-то выехал. Еще поедем сюда. Поехали сюда. Не знаю, куда эта дорога ведет. Может, придется назад потом забираться. Знаков не видно никаких. Ладно, поехали. Понял. Вот тут паром. Мне сюда. Надо. Кемперы, которые со своими трейлерами, палатками отдыхают. И не туда. Вот здесь пристань. Сюда приплывает паром. Мне нужно ехать вон туда. Это машины ждут паром. Опять мне с ними не по пути сейчас на данный момент. Поэтому поеду я другим путем. Вот она, паромная станция. Там
озеро какое-то. Что, поехали. Вот тут такая тропинка к озеру идет. Озеро, болото, не знаю, но, видать, мелкое. Заросло все. Ой. Когда-то здесь, видать, был мост. Но сейчас от него остались одни вот такие столбы деревянные. Сгнившие. Интересная вещь. Так красиво смотрится в перспективе. Ага. Это скворечники или что там? Посмотрим. Но дальше я не пойду. Тут вот такая грязь. Интересное растение такое. Все покрыто им. Но это, видать, для птиц построили, которые живут здесь. Вот там утки плавают. Кроме уток здесь еще много всяких живностей. Понятно. Что, пойду возвращаться назад. Вон велосипед в траве отдыхает. Колеса тонкие, щебень пробаливаешься. Не щебень, а вот это галька, которая здесь. Сколько древесины здесь. Бери, не хочу. Вообще запрещено брать ее отсюда. Вот так. Что, поехали? Поеду окольными путями. Вот. Здесь дорога такая. Тут частный сектор. Через него мы и поедем. Можно было на трассу пораньше выехать, но я не захотел, потому что нечего там ловить. Все это уже все видели, все знают. Я тоже, поэтому еду так. Человек решил тогда. Первый раз так решил. Вот, а тут какое озеро. Вода гладкая, как стекло. Ветра нет вообще здесь. Тишина. Хотя там залив. Там ветер есть. А здесь тишина. Полная. Шиповник. Он тут везде растет. Птички чирикают. А мне нужно подниматься вот на эту горку, вот сюда. Поехали. Объезжаем это озеро. Дерево сгромоздилось на самом краю.